Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы с вами приготовим еще один торт, который любят в Армении. Он здесь популярен – торт «Мужской идеал». Это очень вкусный торт, в котором сочетаются мед, коньяк и много-много орехов. Торт получается насыщенным и сытным, чувствуется мужской характер. Этот торт часто встречается в кафе, пекарнях, супермаркетах, и его часто готовят местные хозяйки. В продаже можно найти наборы из популярных в Армении тортов, где мужской идеал будет вместе с микадо и птичьим молоком. Рецепты этих двух известных армянских тортов уже есть на моем канале, а сегодня давайте приготовим мужской идеал. И начнем приготовление с очень вкусного бисквита и посмотрим на продукты, которые понадобятся. Помимо стандартных продуктов здесь будут использоваться орехи. Подойдут грецкий или фундук, я использую их смесь примерно пополам. Далее понадобится мед. Он придаст бисквиту вкус, аромат и красивый цвет. Мед я использую местный, он здесь очень вкусный. И также понадобится коньяк. Коньяк придаст бисквиту потрясающий аромат. Если у вас, как и у меня, нет бара, то очень удобно для одного торта покупать вот такие маленькие бутылочки. В Армении богатый выбор местных коньяков, среди них много известных, я, конечно, использовала местный коньяк. Итак, сначала подготовим орехи. Их нужно обжарить, чтобы они раскрыли свой потрясающий вкус и аромат. Обжариваем орехи на раскаленной сковороде до золотистого цвета и появления характерного аромата. С жареного фундука шкурка начнет слетать сама. А затем, когда орехи остынут, их нужно измельчить в блендере или при помощи скалки, или просто порубить ножом. Но крошить их не нужно слишком мелко, кусочки должны чувствоваться. Если попадают шкурки, ничего страшного, они также будут придавать вкус и аромат бисквиту. Все, орехи на этом готовы. Теперь готовим непосредственно бисквитное тесто. Яйца начинаем взбивать на невысокой скорости миксера до объединения белка с желтком и начнет появляться легкая пена. На этом этапе, не прекращая взбивания, начинаем постепенно подсыпать сахар. После того, как весь сахар будет добавлен, продолжаем взбивать массу. Взбить ее нужно тщательно, масса должна сильно увеличиться в объеме, стать пышной, светлой, а сахар должен полностью раствориться. На этом этапе важно очень хорошо взбить яичную массу с сахаром, вот такой она должна получиться. Своим миксером я взбивала не меньше 10 минут, но время будет зависеть от мощности миксера. Теперь миксер убираем, нам он больше не понадобится. К яичной массе добавляем мед. Если у вас мед слишком густой, то слегка его нагрейте, чтобы удобнее было его вмешать. И сразу добавляем соду. И аккуратными движениями лопаткой перемешиваем массу. Теперь возьмем растопленное сливочное масло. Его можно заранее растопить, чтобы оно остыло и не было горячим. К сливочному маслу добавляем небольшую часть от общей яичной массы и хорошо перемешиваем лопаткой до объединения. Вот такая должна получиться масса. Теперь берем яичную массу, добавляем к ней масляную смесь и также добавляем 2 столовые ложки коньяка. И теперь при помощи лопатки нам нужно хорошо перемешать тесто, но делать это аккуратными движениями и совсем недолго. Теперь к тесту нужно добавить муку, к муке у меня сразу добавлен разрыхлитель. Перемешиваем венчиком, чтобы мука с разрыхлителем объединились, и теперь через сито просеиваем муку к тесту. Лопаткой вмешиваем муку в тесто, движения должны быть быстрыми, уверенными, но аккуратными. В самом конце можно несколько раз перемешать тесто венчиком, чтобы разбить комочки муки, если они образовались. Но еще раз повторю, что долго вымешивать тесто нельзя, иначе оно осядет и потеряет весь свой объем. И теперь добавляем к тесту орехи и вмешиваем их лопаткой буквально несколькими движениями. Должно получиться вот такое тесто, оно очень ароматное. Теперь тесто нужно разделить на количество коржей и выпекать их по одному. Это тесто не предназначено для выпечки в одной форме. Я делю тесто на весах. У меня будет 3 прямоугольных коржа, размеры противня я укажу в описании под видео. Температура выпечки 180 градусов.
За счет меда бисквит сильно зарумянивается, при этом еще может быть не пропеченным внутри, поэтому не торопитесь открывать духовку. В моей духовке бисквит выпекается 15 минут. На готовность проверяем деревянной шпажкой. И посмотрите, каким красивым получается бисквит. Он хорошо поднимается и получается бесподобно вкусным и ароматным. Бисквит я переворачиваю вверх дном, чтобы снять с него пергаментную бумагу и оставить его остывать в таком виде. А на этой же пергаментной бумаге я выпекаю следующие 2 бисквита. Когда испеченный бисквит остыл, я сразу обрезаю ему краешки, чтобы бисквит получился ровным. И вот такими получаются бисквиты, они ровные, красивые, аккуратные, хорошо поднялись, безумно вкусные. И самое сложное — это сохранить их до сборки торта, потому что если вы попробуете кусочек, то остановиться уже будет невозможно. Теперь приготовим крем. Крем очень прост в приготовлении. Нам понадобится сливочное масло, нарезанное на кубики, и оно должно быть размягченным комнатной температуры. Масло нужно очень хорошо взбить миксером, оно должно значительно посветлеть. Буквально из желтого оно станет белым. Вот можете сравнить цвет в начале взбивания и после того, как я его тщательно взбила. Также масло должно стать пышным и кремовой текстуры. Далее нам понадобится вареное сгущенное молоко, и оно также должно быть комнатной температуры, и его нужно миксером на невысокой скорости просто перемешать до однородной текстуры, чтобы оно было без комочков. Теперь нам надо объединить сливочное масло со сгущенным молоком в однородный крем. Для этого будем сгущенное молоко порциями добавлять к сливочному маслу, каждый раз перемешивая миксером. Добавляем примерно в 3 этапа. И в результате крем должен получиться вот таким однородным. Нам осталось к нему добавить рубленые жареные орехи и перемешать. Орехи подготавливаем для крема точно так же, как и для бисквита. Сначала обжариваем и потом измельчаем, но не слишком мелко, а также, чтобы их текстура чувствовалась в торте. И все, крем готов, можно приступать к сборке торта. Крем на весах я разделила на 2 равные части. Крем нужно стараться равномерно распределить по всей поверхности бисквита, чтобы торт получился ровным. Кстати, встречаются рецепты, когда коньяк добавляется не только в бисквит, но еще и в крем, либо только в крем. Так что по желанию вы можете добавить примерно 1 столовую ложку в самом конце. После того, как торт собрали, оборачиваем его пищевой пленкой и убираем на несколько часов в холодильник. А после охлаждения доделаем торт. Для этого нам понадобится такой же крем, как внутри торта, и орехи, только на этот раз раздельно. И теперь торт нужно покрыть со всех сторон кремом. Сверху крема можно нанести побольше. Слишком стараться равнять здесь не нужно, здесь это не важно. Покрытый кремом торт убираем в холодильник буквально минут на 15 и затем обильно покрываем торт со всех сторон орехами, чтобы не оставалось никаких промежутков. И орехи для покрытия можно измельчить еще более крупными кусочками, чем в крем и в бисквит. Орехи здесь также обжаренные, и у меня здесь также смесь фундука и грецкого ореха. И посмотрите, каким получается торт. На мой взгляд, он таким аппетитным получается. Я просто еще орехи очень люблю. И, в общем, тортик получился очень соблазнительный. В Армении популярна нарезка тортов на кусочки в виде ромбиков. То есть часто готовят большие прямоугольные невысокие торты и их нарезают ромбиками. Я торт нарезала на прямоугольные пирожные, и из этого торта у меня получилось 12 полноценных пирожных. Еще, например, вторую половину торта можно оставить целой, закрыть срезанный бок также кремом и орехами, и получится один небольшой тортик и 6 пирожных. Торт получается очень вкусным, сытным, аппетитным внешне и очень-очень ароматным за счет жареных орехов и за счет такого интересного бисквита. Вообще, наверняка многим этот вкус покажется знакомым еще из детства. Друзья, у меня на этом все. Я благодарю вас всех за внимание. Оставайтесь со мной на связи и до новых встреч!